Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Ну что, девочки, мальчики, приветствую вас в основных пространствах нейроведьмы. У нас сегодня будет с вами интересная такая тема, вы ее очень любите. Я не так часто ее снимаю, потому что считаю, что тема мощная, и эксплуатировать ее нельзя постоянно, потому что если мы берем какие-то мощные темы, как я работаю, да, я работаю по всем правилам, то есть это и с призывом, это с соединением там с высшим я и прочее. Как там, что, кто работает, вообще туда не лезу, мне вообще не интересно, и там как-то для меня нет каких-то новостей, чтобы я там за кем-то подглядывала. Я говорю, как работаю я, поэтому, собственно, тема там на хранители рода, зов предков, там, допустим, послания ангелов-хранителей я делаю достаточно редко, именно по той причине, что под это мне нужно определенное время. Вот почему я сейчас снимаю колоду, потому что, например, да почему говорю, например, без всякого примера. Я же сейчас пишу проект первый, наверное, такого рода, да вообще в русскоязычном пространстве, про колдовство с точки зрения культуры, антропологии. И я уже давно не стесняюсь вот так вот себя называть. Я знаю, что многие встречаются с хейтом, когда говорят о том, что они про яснознание, там, ясновидение, и люди в ответ вопят, что вы тут шарлатаны все. Я просто советую закрывать общение с этими людьми, потому что вам просто пространство показывает о том, что вы уже давно, не на этом уровне, что вы там будете кому-то доказывать, понимаете? Если нужна будет человеку помощь, откуда мы знаем, да, когда он к нам придет, да и придет ли вообще, и как-то нужно просто больше доверять миру и вселенной. Вот, и поэтому я приняла решение делать проект, который будет рассказывать вам нюансы, понимаете? Нюансы вообще мало кто рассказывает, такие как техники безопасности, скручивание энергии, как от этого защититься, что такое экранирование, когда мы можем общаться, там, допустим, с духом предков, а когда нет, когда нас слышат, а когда нет. То есть вот такая история. И поскольку проект уже, по сути, перевалил, я так понимаю, что экватор, это пилотная, конечно, часть, я, безусловно, ее веду. Вот, что будет дальше, я не знаю, потому что у меня всегда так, я веду первый поток, да, потом хожу писать еще какие-то продукты, расклады, еще что-то, да, и потом уже оставляю на администраторов. Вот, поэтому есть смысл включаться уже сейчас в это все. Потому что я, правда, не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше с Ютубом, с моей практикой, понимаете? Да, а в какое жречество я могу уйти? Потому что может быть такое, что я допустим, не знаю, перестану вещать для вас, информация закроется. Где вы что-то подобное найдете, я не знаю, потому что это всегда потоковая информация, это всегда информация, которая, приходит ко мне именно потому, что у меня достаточно наработанные и очень раскачанные каналы энергетические. И то, что я вам сообщаю, я провожу плюс еще немножко на своей личной энергии. За счет этого запускаются изменения и практики проходить проще, потому что там еще есть ваша любимая медитативная часть. Потому что вы многие говорите, что именно мои медитации работают за счет, опять же, наработанных каналов, потому что всегда все зависит от силы проводника. В общем, welcome. Короче, зачем я все это говорю? Потому что я хочу немножко подтянуть к теме расклада. Мы сегодня будем смотреть дух предков, но будем смотреть на колоде, которая называется Некрономикон. Это не моя колода. Так как-то получилось, что она как-то, знаете, случайно попала, в общем, в общество моих колод. Окей, она интересная, весьма такая специфическая, потому что хорошо прорисованная, я думаю, что даст нам красивую, яркую картинку. Я никогда на этой колоде не работала. То есть это абсолютная премьера. Это абсолютная премьера, что у меня было что я какие-то смотрела события для себя, то есть я не выводила вообще в пространство, а тут как-то так получилось, что
приехал мой администратор, да, и, в общем, привез мне 2 колоды, говорит: "Ты на них работала, ну вот, давай вот сейчас попробуем, потому что давай как бы еще другие колоды выведем, да, в пространство". Что мы на самом деле тщательно выбираем колоды, на которых я работаю, потому что они должны быть яркие, должны быть прорисованные, говорящие, потому что, ну, очень важно качество контента. И это очень зависит от того, на чем ты работаешь. Ну и, собственно, вот как бы вот я решила затестить эту колоду. Она несколько мрачноватая, потому что сложная энергия. Почему я именно сейчас это снимаю? Ну, потому что я, как говорила уже, да, выпустила там очередную главу, и в этой главе я затрагиваю общение с иным миром, затрагиваю общение с предками, там, фамильярами, духами помощников, вот, то есть такую прям интересную информацию даю. И я вот действительно в таком, наверное, ну, не знаю, состоянии энергетическом, чтобы проще объяснять, что сейчас то, что я говорила, с кем я связывалась, абсолютно мэчится, да, с тем раскладом, который я сниму. Вполне возможно, он для многих из вас будет являться продолжением, если вы там что-то послушали в манифесте и понимаете, что вы, например, хотите пообщаться с вашими первозданными предками, да, может, фамильными, знаете, потому что, ну, не только фамильные предки с нами выходят на связь, если мы занимаемся практической магией, потому что это могут быть предки места, или это могут быть наши духовные предки. Посмотрим, собственно, кто с вами связан. Ну и как-то так случилось, что вот у меня была вчера спонтанная консультация, и опять же мы вот вышли на помощь высших сил. И я вот, ну, понимаю вообще, что эта информация, она сейчас актуальна. А я, собственно, как проводник очень прислушиваюсь к изменениям, очень прислушиваюсь к тому, что происходит, знаете, в окружающем мире, что мне пишут, что говорят, какие книги попадаются, знаете, какие песни там на радио. Ну, то есть я вот это все слушаю. Ну, собственно, поэтому да. Поэтому немножко будем работать с предками. Слушайте, если у вас есть возможность слушать расклад и зажечь свечи, это надо сделать. Потому что явно здесь некая инвокация может состояться. Ну, конечно, она такая более глобальная. Я не конкретно вашу бабушку Марфу призывать не буду. Ну, придет, так придет. То есть ваши хранители, те, кто с вами на связи, или те, с кем вы поддерживаете связь. Или, может быть, они вам снятся, ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, может быть, это будут, знаете, энергии более глубокого, такого высокого порядка. Или как бы это энергии, которые, ну, больше, наверное, дух ваших предков, фамильных. Я же говорю, что не всегда фамильные тебя поддерживают предки. Хорошо, первый камень зеленый, второй оранжевый, третий ярко-синего цвета. В инфобоксе время начала вашего видео. Работаем на колоде, которая называется «Сторонник Икономикон». Пусть она как-то вас сильно не пугает, потому что она тоже больше мифологическая. Ну что, единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Что хотят ваши предки. Такое послание, знаете. Послание. Я не знаю, как у вас, напишите мне в комментариях, потому что у меня ощущение, что очень меняется энергии. Что-то, знаете, опять, то ли какая-то вода темная, то ли еще что-то происходит. Сейчас, подождите, я должна понять, что у меня происходит. Когда я говорю о том, что прибывает темная вода, может быть, это про то, что эмоции какие-то, знаете, которые нам нужно выплеснуть, или что-то мы не говорим, что-то копим внутри. Сейчас посмотрю, что это такое для вас. В каких энергиях вы там находитесь, в каком контакте, опять же, да что такое, мне прям лицо мешает, никогда не мешалось, мешает. Я буду на него отвлекаться. Видимо, мне нужно все защиты снять, да? Хорошо. Абсолютно всю защитную историю снимаем.
Нужны зачем-то свободные руки. Окей, 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 окей. Подождите, я должна понять, что происходит. Так, ну что будем смотреть с вами? Что будем смотреть? Как вы взаимодействуете, да, наверное, с предками? Сейчас, подождите, я поймаю волну. Чего не хотят вообще от нас? Ну что, давайте мы, может быть, карму посмотрим, да, в частности, прям еще там температуру по больничке. Но я буду работать на прямых позициях все же. Я просто что-то медленно раскачиваю сегодня. Ух ты, да, 4 дисков, она же 4 пентаклей. Обратите внимание, что здесь девушка, она создает защитный амулет. И этот защитный амулет, это, насколько помню, по-моему, ну, что это называется, рука вора, да? И это говорит о том, что, ну, отрубленная, да, и вот если по определенным ритуалам, опять же, да, создавать вот этот своего рода оберег, это приносит удачу. И вот здесь вот, скорее всего, по 4 дисков, 4 пентаклей, могу сказать, что, опять же, уроки ваших предков – это ворованная удача. Вполне возможно, что были такие события в жизни у них, когда очень жестко карма била за легкие деньги, или, например, знаете, взять, что плохо лежит, соответственно, или, знаете, когда люди, опять же, намеренно что-то делают, да, в пользу своего личного обогащения. Вот это как раз кармическая история, скорее всего, которая будет вас достаточно жестко долбать. Если уроки эти не проработаны, то в вашей жизни будет встречаться как раз ситуации, где вас как бы будут наказывать за легкие деньги. Поэтому вы 100% в какое-то время прям упадете, да, в состояние, что все нужно заслужить, заработать, тяжелый труд. Прошли предки уроки эти. Потому что бывает такое, что, знаете, мы чуть-чуть берем, да, то есть что плохо лежит, условно, или не наше, там, да, или что-то стягивая, потому что это бывает даже бессознательно происходит. Ну, говорит, девушка по улице красивая пошла, да, и как-то мы так посмотрели, а у нас глаз такой наработанный канал энергетически мощный, да, и она потом себя плохо чувствует, а нам хорошо. Ну, потому что это может бессознательно на самом деле быть, да, если уж мы еще с вами про магическую связь рода говорим там с различными практиками, то может, знаете, там что-нибудь по роду-то и передавалось. Хорошо, уроки прошли. Да, я думаю, прошли, потому что 4 мечей мы же понимаем, да, как будто, знаете, удача от рода отворачивается, ну такая, знаете, на легкие деньги, на события, на какие-то лотерейки, на еще что-то, потому что, может быть, ну вот этого человека уже, знаете, уже в живых нет, да, который кто-то уже взял, что-то там своего рода немножко накосячил. Ну так, собственно, карму выровняли сейчас. Посмотри, да, высшие силы здесь что-то взяли на откуп, 100% взяли. Но это вот как-то с мертвыми связано. Переход-то все-таки состоялся у нас. Смотрите, как здесь прям путешествие этой руки показывают, да, 6 мечей, то есть она да, ну, 6 мечей, и как бы 6 дисков, да, 6 пентаклей. Вот она эту руку делала, получается, а в 6 дисков, да, ей эту руку передают. Но у меня ощущение, что здесь правда, как бы, знаете, могла быть и магия замешана какая-то, да, ритуалистика, кстати, могла в роду быть. Если это было, то это делалось на удачу, понимаете, на удачу. Раз мы с вами говорим все-таки, какая связь там с предками была, вполне возможно, да, что вот ваши какие-то предки, там были достаточно мощные мужчины и женщины, и они, правда, могли связаны быть либо с психологией, да,
потому что прям понимание причинно-следственных связей, либо, опять же, вот эта магия, да. Но магия, она, знаете, больше, наверное, момент мошенничества некого, потому что нам вот прям про это говорят, да, что, типа, знаете, урвать, там, заработать, схватить. Может быть, кто-то, правда, мне, конечно, не показывает, что за это сидели в тюрьме. Ну, могло такое быть, правда. Потому что ощущение, что очень боялись вообще что-то, знаешь, там, типа наворованное, может быть, узнает что-то, или там, пусть он как будто кто-то клад спрятал, но этот клад как будто вот, там, если кто-то деньги там копил еще и так далее, вот он там мог достаться, типа, другим людям. Очень, воровства, кстати, могло быть много, да, или убийства за деньги, вот что-то такое. И здесь как бы такая очень мощная достаточно родовая история. Конечно, хотела 2 картами ее открыть, но вот видите, как они хотят об этом сказать вам. Вполне возможно, это некое предупреждение для вас, или вы эту информацию как-то могли получать уже. Влияет ли сейчас эта история как-то на вас? Однозначно, но ощущение, что вы все понимаете, да, все понимаете, потому что королева мечей — это очень осознанная женщина сама по себе. Осознанная женщина. Знаете, как это может влиять? Здесь, скорее всего, еще же какая-то история могла быть замешана, знаете, типа любовь, деньги. И вам, правда, сложно выстроить любовные отношения, видите, по роду прям, да? Вот он тут капает кровь, и вот если вы вспомните, да, там немножко я давала вам символики оккультизма, когда вы там проходили проживание младших арканов, говорила о том, что кубки — кровь. Вот, пожалуйста, король кубков прям выжимает это сердце. Страдать будете немножко от мужчин. Как урок этот проработать все еще? Как урок проработать? Ого, тут такой достаточно мощный товарищ. Да, это карта Иерофанта, но здесь у нас изображен Дагон. Да? Это боги хаоса, это очень древняя магия, по-моему, ассирийская, там шумерская, то есть это вот эти ребята Ктулху, Дагон, это, короче, оттуда, да? Магия хаоса, и вот, значит, первозданные боги. О чем же для нас личный Иерофант? Сложно мечтать, боже, такой сложный. Первый вариант в голову бьет. Смотри, как бы Иерофант и правосудие, это говорит о том, что, в принципе, тебе же это по роду, вот эти все скиллы передаются, но они у тебя спрятаны, да, по рождению в сфере правосудия, это сидит, видимо, да, Ктулху, осьминог твой. Но это спрятано, видишь, в клетке. Да, вот эти вот прям сильные навыки твои, это все тебе как будто либо нужно открыть, да, либо ты этого всего боишься. Потому что тебя воспитывали так, что ты боишься чужое там взять, еще что-то. Кстати, здесь, если уж на то пошло, говорят о том, чтобы женщина не воровала чужих мужчин. Это важный момент, поэтому, в принципе, в теории могут там попадаться различные треугольники в анамнезе. Но это, как правило, первая половина жизни. Когда, вот, знаете, девочка молодая, красивая, женатый мужик, например, там смотрит, и вот ей кажется, что она такая вся королева, вот здесь не нужно брать чужого, это важно очень. Мы с вами говорим о том, что какие-то траблы были с деньгами, а были ли уроки, связанные с любовью ваших предков? Была ли ворованная там любовь? Императрица. Знаете, здесь какая история? Здесь могло быть соперничество, получается, да? Допустим, дочери с матерью, или, допустим, когда мужчина мог уйти к более молодой женщине. Вот что-то такое, вот, потому что прям воровство, да? Вот какое-то как воровство судьбы, может быть, да? Типа вот что-то взять нечестным путем. Вот какой-то такой прям нюанс. И давайте по-честному, я не могу сказать, что в вашем роду женщины достаточно слабые, они такие, нет, они такие, знаешь, дадут палец, просто откусят по локоть руку. Наверное, вы это знаете, я же не знаю, сколько вы это принимаете. Вот. И из семьи там уходили, собственно. Жалели потом об этом, что-то и суть потом разрушали. Как бы, знаете, есть эти все нюансы, поэтому, в принципе, вам
А с вот этими условно-кармическими уроками, бэкграундом таким, да, достаточно сложно ну, выстроить отношения, которые, ну, знаете, так легко, да, там пришел, увидел, победил. Ну да. И вот такое ощущение, что, может быть, предки еще и пытаются подобрать вам так называемого, знаешь, там, как мы говорим, ресурсного партнера, да? Но как будто на вот эту ресурсность сама по себе информация, ну, вот сейчас, да, для вас сложно, короче, с этими ресурсными партнерами для вас лично. Ну, вот потому что что-то предки накосячили. Ну, окей, ладно. А что посмотрим-то еще, да? Выход, наверное, из всей этой ситуации. Выход из всей этой ситуации посмотрим. А как освободиться, да, из вот этой клетки, как высвободить вот эту силу, что нужно делать? Ну, правда, посмотри, да, какой интересный туз мечей. Да, отсекать. Ну, я же, конечно, не буду говорить, что это отсечение от рода, потому что под что я вас подвожу под монастырь. Но отсекать. А вышли ли вы уже из этого сценария? Ну, видимо, в процессе. Вот видите, здесь у нас колодец Серафима. Вот. Но это повешенный. Повешенный, который вот означает, что там что-то спрятано. Такое ощущение, что вы очень боитесь, да, что условно сила ваших предков, да, то, за что их просто обожали, ненавидели, вот она вот перейдет к вам. То, что говорите, вы, мне это не надо таким путем. И такое, вы знаете, опять информация идет, типа, мне нечестным путем не надо. Окей, хорошо, что вам нужно делать сейчас? Но опять же, вот эту ситуацию, да, там проработать ну, с тем, чтобы чужое не брать, это вот очень важный момент, да, 4 кубков, 9 кубков. Смотри, во-первых, не брать чужое и как бы не бросаться, вот смотри, прям на все подряд. Да, на все подряд. Вот тебе, пожалуйста, страшный суд. Страшный суд. И 10 мечей, потому что у тебя карма мгновенно, понимаешь? Если ты идешь каким-то, да, не очень честным путем, особенно, знаешь, если какой-то внутренней осознанности не хватает, ты не развиваешь сама свои ресурсы, свою стабильность, и пытаешься, собственно, не решая проблемы, да, знаешь, как решить их, чтобы другой человек, да, за счет другого человека, вот тебя не дают. Вот предки, знаешь, они могли быть мастерами в этом деле, а вот тебе не дают, а вот тебе должен быть больше процент ответственности, понимаешь? Вот, тебе прям нужно вот этих всех искушений избегать. Ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Тяжелая для меня колода. Может, и не надо было ее брать. Она, конечно, болтливая, но это вообще не мои энергии. Мне не очень легко дышать, когда я на ней работаю. Я, конечно, доработаю, но все равно вот есть какое-то прям ощущение удушья. Настолько не мои энергии, настолько просто для меня вся эта концепция некрономика чужда, ну, именно в колоде реализованная. Я, конечно, с ней вот с уважением, но, например, вот эти культы мне прям вообще не симпатичны, потому что они достаточно жестокие и жесткие. Вот. Я же все это пыталась изучать, но я думаю, что сейчас потихоньку начну избавляться абсолютно от всей литературы, которая у меня про эти энергии, практики мне неинтересно было делать, то есть они в свое время там были спонтанные. Я, например, там делала с черной водой практики, потому что это все вот эта вся тема древняя достаточно, там драконианская вот эта магия вся, магия хаоса. Ну, тяжеловато, конечно, мне чуть-чуть повыше. Хорошо, ладно. Уроки предков.
много смертей, что ли, да? Много кого хоронили или много кто болел вообще? Да, что мужчины, да, видимо, не пришли с войны, что-то такое вот. Ясно. Это тоже не дает много говорить. Удушение чувствую очень сильно. Угу. 4 мечей, 4 пентаклей. Как будто, смотри, женщины как будто могли перекрыть личную жизнь. Вот смотри, мужчина при этом с войны там не вернулся, да? Ну и все. И все. И она такая, типа, воровать чужое счастье не буду. Но опять же, вот эта карта, она очень похожа. Ну как похожа? То есть она была в первом варианте, но немножко в другом прочтении. Смотри, очень много перекрытого, да, 4, очень много ограничений, очень много какой-то личной аскезы, но может, это, конечно, и было какой-то, знаешь, там, самопорчи, например. Я же говорю, что мужчина с войны не пришел, и она всю жизнь там одна, там, знаешь, бабушка. Там детей воспитывала или еще что-то. А попытки-то, собственно, были построить-то личную жизнь, однозначно. Она это все пресекала, да. 2 кубков, ну, паж мечей, это как бы паж мечей. И сватались там к ней, а она все вот одна, видишь, так. Смотри, как верность просто хранит. Скорее всего, вот эта верность, да, ты же, может, не понимаешь даже, что она твоя, но она, видимо, тебе будет передаваться. Ну, собственно, давай, уроки все-таки, да, прошли твои предки? Давай так, она кого-то не дождалась, она так его ждала, и вот она верила, и никого к себе не подпускала, но его так и не дождалась. Видишь, 9 мечей. 9 мечей, 10 мечей. Посмотри, какая ситуация, как тяжело было, да? Как она пыталась этого мужчину поддерживать, может, любила, может, молилась, может, еще что энергетически. Может, он в плен попал. Какая-то тяжелая ситуация, потому что женщина здесь, знаешь, как в безвременье, и вестей у нее нет. Окей, хорошо. Ладно. Но мы же все-таки говорим с тобой про уроки, да? Какой здесь урок все-таки? Ну, может быть, знаешь, ее обманули, что он там как-то, да, жив, а он на самом деле не жив. И если бы ей в свое время сказали правду бы, да, если бы она узнала бы правду, может быть, она действительно могла бы развернуть свою жизнь, да, совсем в другое русло, построить там заново. Ну, нет. Может быть, кстати, да, здесь женщина тоже что-то умела делать, да, травницей там была, ну, королева дисков, королева пентаклей, да, 7 мечей перевернутая, звезда. И что, королева кубков. Ну, есть такое, смотри, что, может быть, травники могли быть, знаешь, может, там, ну, что боли очень много в роду, очень много, потому что, знаешь, вот человек как будто вот становится на путь духовности после какого-то огромного нечеловеческого количества боли, которое необходимо вынести. Ой, тут еще и потеря детей может быть, прям в раннем возрасте, знаешь, когда вот прям женщина рожает, а условия прям неблагоприятные для младенца, потому что там показывают прям потеря молока. Ну, то есть как бы вот... Ну, я имею в виду, что вот резко обрывается вот роль материнства. То есть она есть. Тут у девочек очень тяжелая судьба, понимаешь, в роду. Но я опять же спрошу, уроки прошли? Король пентаклей, колдун, туз кубков. Ну, есть ощущение, да, что могли пройти все же. Посмотри, кстати, какой здесь туз кубков, да. И есть все-таки в этом всем смысл, потому что, опять же, как я говорила, вот в лекции на проживание, да, кубки — это кровь, это род, это вот грааль и прочее. Смотри, как красивая роза, да. Король пентаклей, туз кубков. Тут, видимо, может, какой-то кармический был
Видишь, сложная история с мужчиной. Хорошо, а как на тебя это все влияет? Да напрямую влияет, потому что, может быть, знаешь, мы будем даже читать здесь как пытки притянуть мужчин. Ну, это так, знаешь, потому что вот эта история мне показывает, это чистой воды приворот, и он по роду был. Но кто это делал, я уже не могу сказать, потому что здесь женщина есть, которая не дождалась мужчин. Может, она что-то делала в свое время. Может, это еще какие-то, знаешь, там женщины в роду. Почему? Потому что сложная история, потому что мужчина уходит, да, знаешь, уходит, может быть, умирает, может, уходит к другим женщинам. То есть получается, что женщина по большей части в роду одна. Что тебе передается, да, Луна? Ощущение, что, ну, с одной стороны, конечно, я не понимаю, кто я и что я, и почему со мной вот так, а не иначе, но при этом, смотри, по Луне тебе показывает твой путь. Твой путь, который, по сути, это про свободное пространство. Это говорит о том, что тебе сразу с рождения не обязательно повторять родовые задачи. Вот чем хорошо как бы, ну, свободное пространство, да, они сильно тебе не дают ресурсов, но сильно в судьбу-то и не вмешиваются, да. Луна, 5 мечей. Ого. То есть такое ощущение, что да, вполне возможно, тебе потом придется немножко залезть в родовую историю, да, и посмотреть, вспомнить, что там было. Может, по фотографиям, может, по рассказам, знаешь, каким-то. Может, еще как-то собрать сведения, потому что тебе как будто нужно кого-то реабилитировать. 5 мечей, 5 жезлов. Давай так, сложно выбрать жизненный путь или, знаешь, как будто нужно прожить тот сценарий, который проживали предки. А если они же как раз были воплощены в период вот этих вот всех там, да, событий, в том числе, вот, знаешь, там война, потеря кормильца, то у тебя подсознательно, даже если ты будешь там, допустим, заводить отношения с мужчиной, будет дикий страх его потерять. Понимаешь? Просто бессознательно. Но это правда уроки, это не твое, это твои там прабабушки, там кто-то еще что. Там они очень сильно прям держались, там прям, видимо, нехватка какая-то была. Так, рыцарь Пентаклей. Да, посмотри, как ты сильно пытаешься удержать рядом с собой всячески, да. Рыцарь Пентаклей, да, как ты прям очень сильно боишься даже уже то, что тебе не служит, да, что-то уже чужое для тебя, чуждое, пытаешься удержать, потому что очень боишься одиночества, но это не твое одиночество, послушай, это не твои мысли, это вот, какое, знаешь, такое коллективное бессознательное, потому что женщины в роду очень, ну, сильно теряли мужчин. Что тебе делать надо, да? Вот он, тебя освобожденный дьявол. Ну, по сути, знаешь, короче, вернуться к своим, вернуться к жизни, да, и, ну, понимать о том, что ты материально же очень много проводишь, поэтому вот не нужно вот эту херню себе в голове думать, потому что ты ее будешь воплощать, понимаешь? Ладно. Как вот из вот этого всего замеса родового, да, взять ресурсы для тебя? Ну, слушай, а от чего-то придется отказаться. Давай так, от того, что ты вот что-то держала, знаешь, тебе казалось, что он дает ресурсы тебе определенные. Знаешь, там вот серия, что... Сейчас я тебе объясню. Вот родовая система, она у меня такая, я исследую все. То есть, ну, я не могу по-другому, я не могу ее предать, понимаешь? А тебе, скорее всего, прям придется предать родовую систему, понимаешь? У тебя другой путь. От этого как будто отказаться не можешь, что ты смотришь, они так сильно страдали, им было так больно. А мне подсознательно хочется разделить боль женщин рода, потому что, ну, так кажется, что я им даю свою поддержку, свою любовь. Да, у тебя новый путь. Возможно, даже какая-то новая жизнь, новая страна, новый язык, да, 2 жезлов. Ты как будто сама
туда не можешь перейти, не можешь это взять, потому что у тебя долги. То есть тебе кажется, что ты пока должна своей родовой системе. Видимо, скорее всего, пока ты всем не поможешь там жить счастливо и спокойно. Да? То как будто ты не разрешаешь условно перевести себя на другой берег. Как интересно, да? 8 пентаклей, 3 жезлов. Это достаточно давно ощущение, что ты одной ногой в своем прошлом и одной ногой в будущем. Представляешь, сколько энергии тратится? У тебя еще какой-то, знаешь, зарок о том, что я очень боюсь позволить себе счастливую семью. По правосудию. А почему, кстати, расскажи мне. Такой запрет прям какой-то на счастье в семье. Ну вот, пожалуйста, опять, да, мертвый зовут, да, 5 кубков перевернутое, правосудие. Как будто я там какие-то долги не отдала. А покажет мне, какие долги как бы отдавать вам? Жертву, говорит, какой-то утку нужно принести. 7 чаш. Вы знаешь, такое ощущение, что это какая-то мышиная возня, да, и тебе кажется, что ты вроде как бы вышла из вот этого состояния, ну, прям как, смотри, какой-то жести, прям, чтобы тебя отпустить, вообще какой-то прям хотят мощный откуп. Верховная жрица. Ну, кому-то хотят свечей, понимаешь? Каких-то все-таки общений с родовой системой. Может, я, конечно, слушай, не могу сказать, что я прям топлю за эту систему, когда говорят, типа, Регина рода, вот это все. Но, может быть, знаешь, оно так и есть, потому что была же какая-то мать-прародительница, и вот здесь вот прям обращаться к ней нужно. И что хочет от тебя Регина рода? А вот чтобы ты как раз что-то, знаешь, прям как спасала, получается, вашу родовую систему, ты это делаешь? Тебе кажется, что да, по факту нет. Ну, слушай, делать или не делать, я ничего не могу сказать, потому что очень тяжелый расклад сама по себе, вот эта колода мне выплюнуть хочется. Вот. И информация очень тяжелая идет, понимаешь? Но и сама по себе колода, ну, как бы Некрономикон, книга мертвых, как бы подразумевает, что там, знаешь ли, не ангелочки с арфами, поэтому вот надо снять, походу, вот такой тяжелый расклад. Так, ну что, троечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Слушайте, давно такого не было, чтобы мне прям от колоды хотелось руки помыть. Мне не нравится думать о том, что мы пока не проработаем какие-то родовые истории, мы должны запретить себе счастье, личную жизнь, понимаете? Выстраивать судьбу так, как мы хотим. Мне не хочется так думать, но поскольку вы приходите ко мне на расклад, я ловлю абсолютно разные состояния ваши, кто-то, наверное, в это верит и прям попадает, знаете, в эти условия проявления себя как личности в этом мире. Ну, то есть я решила так, а не иначе, поэтому как бы вам какая-то информация о том, что вы тут что-то кому-то должны, конечно, будет резонировать. Я не буду говорить там, что не должны, потому что у каждого свой путь. Ну ладно, давайте смотреть, что у вас там в роду было, у предков. Так, ну что, колесница. Какая-то, да, прям мерзота. Так, и что, колесница, звезда. Ну, слушай, здесь ощущение, что, правда, был какой-то путь, была какая-то миссия. Может быть, они, правда, там принадлежали. Кто религиозный, знаешь, общение или там, допустим, по роду передавалось там, допустим, какое-нибудь ремесленничество, травничество. То есть вот из поколения в поколение, смотри, да, звезда, в общем, и как бы колесница. То есть они знали все про себя, да, что им делать вообще, какой род, племя, какая фамилия, да, вот есть такое, что
есть мощное родовое наследие, да, мощное родовое наследие, но ты об этом не знаешь. Видишь, такая, пожалуйста, скупка. Информация, она, знаешь, немножко потеряна, да, потеряна во времени, но твоя родовая система, она про то, что они мощно тащили свои принципы. Может быть, им нравилось как-то, знаешь, там представляться, называть свою фамилию, все таки о, это вот эти вот там, знаешь, крутые ребята. Здесь достаточно сложно было попасть в родовую систему, потому что, знаешь, может, мужчину выбирали, может, женщину. Посмотри, здесь вот какой-то вот момент, да, когда она там льет кровь, ему там двойка кубков. То есть, чтобы породниться, да, с этой родовой системой, там, извини меня, надо было постараться, да. Мгм. Посмотри, как четко, да, зорко присматривали, может быть, отцы там за своими дочерями, чтобы какой-нибудь, так, знаешь, бастард не затесался, еще что-то, да, туз мечей, сила. Охраняли действительно либо своих мужчин, там, либо своих женщин. Знаешь, как такая закрытая родовая система, сложно было туда попасть. Но все-таки мы смотрим уроки, да, уроки твоих предков. А тут, знаешь, наверное, момент ценности в перекосе меркантильности. Может быть, это были браки по расчету очень активно, да, потому что здесь вот у нас... Или, знаешь, какой-то снобизм, потому что только определенное сословие. Ну, в принципе, там как-то, ну, это же не про снобизм, потому что, ну, правда, что делать, если она, допустим, там, королевских кровей, понимаете, а он простолюдин. Что такое в родовую систему вводить? Какие дети там народятся, да? Ну, то есть, если там была, собственно, эволюция родовая, да, то это как раз, ну, это было хорошо. А если, соответственно, а там могли быть как раз вот эти все неравные браки. А вот эти неравные браки, оно приводило к тому, что родовая система, она слишком у нас, ну, как вам сказать, шла в состояние деградации, понимаете? И вот в какой-то момент они просто потеряли понимание, кто они, да? Кто они, принципы свои там, да, родовой системы. Дети, короче, перестали понимать свою там цель, суть, миссию. Ну вот, видишь, здесь, наверное, уроки такие, что кровь не надо было мешать. Хорошо, прошли уроки свои, выровняли все-таки ситуацию. Верховная жрица, Баст, влюбленные. Ну, знаешь, как будто вот через тебя говорят, что либо кровь не нужно мешать, либо действительно для эволюции рода тебе нужно прям какого-то крутого чувака просмотреть, прям привести, да? Опять либо возобновить браки по расчету, но это не всегда же про деньги, это именно про эволюцию родовой ветки, потому что как будто вот на тебя, может, возлагают надежды, знаешь, вот как девочкам там говорят из серии, ой, ты такая красавица, принцесса, типа вырастешь, выйдешь замуж за миллионера, поправишь типа всем родственникам жизнь, да и мне квартирку, и еще там что-то. Вот здесь прям возлагают надежды. Хорошо, как вот, знаешь, на следующее поколение, то есть не просто так воспитывать мальчиков и девочек, а вот с целью того, чтобы что-то они прям делали для родовой системы, да, такое прям связь мощная достаточно. То есть не просто так тебя рожают, поэтому, знаешь, когда ребенок, допустим, не идет там по пути, который завещали там родители, бабушка, дедушки, мама там говорила в детстве, типа, я для чего тебя рожала? Ну, потому что у нее была определенная миссия, что тебя рожать. А ты как бы, соответственно, что-то, да, что-то пошло не так однажды. Да, лучше бы я тебя не рожала там, да, почему? Потому что там это не про, безусловно, любовь там к ребенку, а это именно, что, ну, это женщина, да, там, мама, да, она думала, что с рождением ребенка, да, в ее жизнь придут какие-то блага, опять же, которые этот ребенок принесет. А блага не пришли. То есть у нее там, может, личная жизнь разрушилась, или здоровье, понимаешь, или еще что-то. И она вот считает, что если она родила ребенка, пожертвовала частью своей жизни. А профит-то она не получила, да, на какой рассчитывала. Она начинает срываться на ребенка. Ну, кажется, это психологическая травма, да. Никто из нас не хочет, да, слышать, что нежеланный, да, потому что бывает такое, что мать прям транслирует ребенка, ты украл мою жизнь. Он говорит, мам, ну я же тебя вот люблю. Если я у тебя украл, я вырасту и отдам тебе часть жизни.
Такое, кстати, очень часто в моей практике, такая болезненная история. Вытащить обратно, да, в состояние те любимого ребенка. Ну ладно, это все нюансы. Хорошо. Как влияет, да, на вас это все? Ну что, это, скорее всего, история такая, что как будто женский род, женская часть, да, наполовину вашей родовой системы, опять же, вот заставляет вас выбирать мужчину. У них что-то не получилось, и они на вас возлагают надежды. Видишь? Вот. То есть она удачно выйдет замуж и поправит, короче, нашу вот ветку эволюции. И они на это, скорее всего, дают тебе ресурсы. То есть у тебя может быть и привлекательная внешность, и интеллект, и дается тебе больше, чем другим членам родовой системы, а как бы по той причине, что это не ты такой, знаешь, джекпот как бы сорвала. Это именно потому, что у тебя есть все качества, да, чтобы род все-таки пошел по ветке эволюции. И ты выполняешь это все или нет? Нет, потому что не хочешь это делать, потому что нафиг оно вам надо, как бы вам надо, вы и делаете, мне это вообще не надо. Поэтому, да, здесь могут быть, правда, конфликты с родовой системой, потому что, да, ребята вот, собственно, растят как невесту, да, по расчету, которая, собственно, всем родственникам поможет потом. И они прям держат за тебя кулачки, да, когда же. А ты, например, там выбираешь какого-то бедного художника-музыканта, и они такие, ты что, дура совсем, что ли? Куда ты его приведешь в дырявых носках, понимаешь? Двойка пентаклей, перевернутая, четверка жезлов. Как будто тебе, знаешь, не дают там воссоединиться по любви, потому что... А мы что, говорит, от этого получим? Понимаешь, вот какой момент, да? Двойка дисков. А мы, говорит, что от этого получим? Ну, ладно, окей. Вот такая история. Хорошо. Давай так. Какой ресурс можно из этого всего взять? Что тебе делать? Что, пойти договориться, что ли, с ними или что? Шестерка кубков, пятерка жезлов. Но они бы хотели, конечно, чтобы ты там договорилась, потому что говорят, слушай, мы вот эти ресурсы даем, а ты, значит, не в коня корм вообще пускаешь куда-то не туда, куда надо. Ты как бы задачи не выполняешь, родовые совсем. Можете ли вы как-то от них отвязаться? Ну, все равно, знаешь, как не пытаешься уйти, вот видишь, стоит, он что-то преследует тебя. А эти тоже, короче, говорят, вот это все там должок. Ну ладно, как ты можешь должок вернуть, и надо ли вообще это делать? Должок. Ох, они собаки какие. А знаешь, какой должок? Такое ощущение, что прям мужика забирает. Да, как будто вот они сливаются. Вот те, кто тебе нравится, да, с кем действительно можно выстроить вот отношения какие-то, оно все, знаешь, не в коня корм. Не в коня корм, потому что, опять же, родовая система, она как бы вот все там требует какого-то почитания. Ну, понимаешь, как бы в чем прикол? Вот они возлагают на тебя надежды, вроде как ресурсы там дают, да, а ты не хочешь туда вот следовать. И они такие говорят, мы тогда ресурсы отнимаем. Ну, так у меня ощущение вообще, что их как-то сильно ты, да, то есть ты не будешь там делать, как нам надо. Вот, собственно, мы у тебя ресурсы не даем больше. Да, тут, видимо, часики-то тикают, давай уже, собственно, выполняй родовые задачи. Как видят сейчас ваши родовые задачи? Рыцарь мечей, десятка мечей, а от какого-то мужика нужно отказаться. Ты что на него столько времени тратишь? Ты вообще видишь? Нет? Ты что вообще наши ресурсы тратишь на какую-то фигню? Ну вот. Двойка жезлов. Потому что тебе вроде как, что-то другое, короче, а ты как будто другое то ли не находишь, понимаешь? То ли, короче, не слышишь, то ли не хочешь идти по этому пути. Чего они тебе хотят сказать по этому поводу? Шестерка жезлов. Тройка кубков. Ты знаешь, что женщины привыкли в роду жить типа стерпится, слюбится. И вот они хотят, чтобы ты тоже так жила, а ты любви хочешь. Понимаешь? И почему-то твоя любовь, она вот
на тех, кто для рода вообще не ресурсный совсем. Они бесятся очень сильно по этому поводу. Потому что как тебя вообще видят? Посмотри, какой мощная амазонка, они тебя видят. Да? Пацан говорит, у нее вообще все есть. Она должна быть просто с такой, там, может быть, внешностью, харизмой, энергетикой, просто по головам должна идти, типа выбирать лучшее, прям состояние какого-то голода смотреть там для себя, да. Перевернутый иерофант такой, знаешь, такая аналогия дьявола, короче, серии «Вижу цель, не вижу препятствий». То есть ты у нас охотница, которая действительно должна охотиться на лучшее. Может быть, даже с применением магии, да, такая королева Пентаклей. Пятерка мечей. Ну, боже, такая мощная женщина, прям мужчин действительно на своей энергетике подъедать и пожирать могут. И вот если такая женщина уступит силу, бедные мужчины там, конечно. Очень мощная. Пипец, какая мощная здесь может быть. А вы мощные здесь? А вы очень боитесь такой стать. Вы очень боитесь такой стать, короче, делаете все, чтобы вот такой не стать, потому что, блин, стать как женщиной в роду – это не очень хорошая история. Да, стать как женщиной в роду – это действительно мужчин использовать прям в своих целях очень жестко, да? Двойка мечей, как бы пятерка мечей. Получается, что прям в жертву рода, смотри, прям принести кого-то. И получается, что если все, он исчерпал свои ресурсы, типа ищем следующего. Он такой, то прям очень жесткую женщину в вас видит, родовая система. Как будто вы их прям поставляете, мужчин туда, им на пожирание. И если они что-то не приносят в родовую систему вашу, то они, конечно, вам не нужны. Вот такое прям жесткое отношение, потому что здесь как-то вообще не про какие-то нежные чувства, знаете. Здесь даже, я не могу сказать, что это как-то прям про рождение детей. Это именно про то, чтобы прям вот пристроить свою ДНК, знаешь, в какую-то очень ресурсную систему, чтобы род наконец-то пошел по пути эволюции. Вот такая интересная история у нас была по третьему варианту. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И обязательно оставляйте комментарии под этим видео. А с вами была я, ваша нейроведьма. До новых встреч, друзья!